Привет! И вы снова на канале Супер Арбалет. И как вы уже видите по нашему антуражу, то речь сегодня пойдет про арбалеты Кобра. Предлагаю сравнить, точнее обсудить или разобраться про Кобру обычную и Кобру Делюкс с прикладом. Это единственный арбалет с рычажным взводом, который продается у нас сейчас на рынке. И мне кажется, что это прям лютый аналог нашего арбалета тульского производства Стриж. Так что тайваньцы не только воруют в Америке и в Европе технологии и вообще продукт, но и оказывается в России тоже. Так что тульский завод, задумайся об этом. Давайте поговорим про механизм взвода. У этого арбалета не тетива тянется к замку, а замок идет к тетиве и потом обратно возвращается. То есть я такое видел у американских топовых арбалетов Ravin и PSE. Арбалет полностью выполнен из противоударного и морозостойкого пластика, но кроме замка, направляющей и плечей. Плечи там композитные. Предлагаю начать с комплектации. И Кобра обычная, к ней в комплект входит 6 стрел карбоновых, воск, очки и ключи. Кстати, стрелы там свои. Определенный диаметр стрел и определенный хвостовик. То есть от других арбалетов стрелы для Кобры не подойдут. Что касается комплектации Кобры Делюкс, то в комплект входит все то же самое, что и в обычной Кобре, но еще дополняется прикладом ремень для переноски, прицел и рукоять, которая крепится около цевья. У арбалета Кобра Делюкс приклад регулируется в 6 положениях. Нажимается кнопочка, вытаскивается и происходит фиксация. Поэтому можно настроить для любого стрелка по росту. Арбалет собирается просто. Разберется любой человек. При сборке не нужно даже никаких ключей. То есть просто плечи вставляются в паз и подвигается втулка. Все, сборка закончена, поэтому можно идти стрелять. Несмотря на простоту таких соединений, они довольно-таки надежны и не люфтят. Когда вы крепите плечи к арбалету, советую давить на колодку, а не на плечи, чтобы плечи не перекосило. Как я уже сказал, у арбалета Кобра Делюкс в комплект входит приклад и ремень. Так вот, мне понравился ремень, он крепится вот так вот через плечо. И как в детстве, то есть мне сразу это напомнило автомат по правую сторону. То есть ты идешь, сразу держишь, такой поднимаешь, такой и стреляешь. Мне очень понравилось. В целом арбалеты смотрятся стильно и футуристично. Но лично мое мнение, что мне арбалет с прикладом нравится больше. Без приклада арбалет, как будто его, туда забыли приклад положить. Тип крепления у этого арбалета под прицел вивер. Но помимо этого крепления под прицел есть еще 3 планки, куда вы можете прикрепить фонарь, рыболовную катушку и даже штык-нож. У арбалета имеется двойной предохранитель. То есть, когда вы взводите арбалет, вы можете, конечно, снять основной предохранитель, то есть без проблем он убирается. Но пока вы не ставите стрелу, то есть выстрел вы не произведете. То есть должна убраться стрелой вот эта вот золотистая штучечка, это второй предохранитель. Если вы не ставили стрелу, то вы можете разрядить арбалет 2 способами. То есть первое, либо просто выстрелить, и вот этот как раз золотистый предохранитель поймает вашу тетиву. Смотрите, это так будет происходить. Видите? И после этого вы разряжаете арбалет. То есть у вас нет холостого выстрела. Есть второй способ, как разрядить данный арбалет. Я его назвал тихий способ. Соответственно, этот рычаг снова отпускаем, только аккуратно, чтобы он не вылетел вперед. Сводим его до конца, снимаем с предохранителя, нажимаем на спусковой крючок, тетива отстреливает потихонечку, поднимаем вот этот медный предохранитель для стрелы и, соответственно, убираем приклад обратно. Все готово. Также к арбалету Кобра можно купить отдельно усиленные плечи на 130 фунтов. В комплекте они поставляются сразу с колодкой и с СТС-ками, успокоителями тетивы. Но, что мне еще понравилось, законцовки выполнены довольно-таки хорошо сделанные. И здесь есть спас для стрингера. То есть вы можете одеть основную тетиву с помощью стрингера, без всяких проблем. Точно такие законцовки и на стандартных плечах. Предлагаю пойти популять с данных арбалетов. Ну и, соответственно, в конце подведем итоги. Итак, начинаем стрелять. И первое, что мы сделаем, мы замерим скорость вылета стрелы. Импровизированный колчан. Стрела самая короткая, кстати. Должна выдать максимальную скорость.
223. Первый результат. Поехали дальше. Ну, как бы, чтобы не один раз выстрелить, чтобы посмотреть там. Может быть, сейчас выдаст просто 23. Футов в секунду, не метров. Типа повторил, 223. Дичь какая-то, 154. Итак, четвертый выстрел. Я думаю, 154 это что-то не то. Может, я неправильно прицелился. Сейчас присяду чуть-чуть. Как лошара. 224. Ну, короче, вот похоже. 223, 223, 224 на стандартных плечах 90 ЛБС. Сейчас стрелы вытащу и постреляем с этого модного арбалета пацанского. Итак, что смотрим? На кобру с прикладом. Я думаю, особо не будет он отличаться от обычной кобры, которая без приклада. Тут такое, короче, дупло сделано. Я думаю, как раз для стрел нормально. Как колчанчик. Тут, кстати, прицел уже стоит там диоптрический, а тут коллиматорный. Вот я уже ее там включил. Точка вообще какая-то такая тускловатая, но ее видно нормально. Ну ничего. Плюс-минус туда же целился. Что, еще разочек, да? Кстати, тут мы сейчас скорость не мерим. Ну, потому что уже все было понятно на том арбалете, который был без приклада. Поэтому здесь я просто сейчас расскажу, ну, что мне понравилось больше. Короче, точно точнее, чем с обычным диоптрическим прицелом. Прям вообще, ну, в разы. То, что приклад, прям вообще зачет, удобнее гораздо. Но, в принципе, я там вот тут держал на весу. Тоже, в принципе, было удобно. Но мне кажется, как-то, короче, даже точнее. За счет вот этих всяких плюшечек, да, которые на этом арбалете, там, приклад. Да, ремень вообще козырный. Прицел. Я думаю, что вы навряд ли сэкономите, если все это купите отдельно и поставите на арбалет тот, который без приклада. Ну, соответственно, там приклад, там что-то еще будете покупать, прицел. Как минимум там вам плюхнется рублей 5 точно. Вот точку, конечно, в такую погоду видно не очень. Так, и последний у нас выстрел, четвертый. Ну ничего, нормас. Кстати, только что-то, блин, бороду прикусывает. Короче, этот приклад у меня уже второй раз. Я так вот хоп, прикладываю. И прям после выстрела мне прям бороду прикусывает. Ну, а в общем, зачет, короче. Итак, я сейчас замерю скорость на длинных стрелах. Там 15-дюймовые. Соответственно, эти мне пока не нужны, короткие. Наш импровизированный колчан. Что-то коротко как-то, да? А, ну он же удлиняется у нас колчан. О, видали? Уже нормально. Я присяду чуть-чуть, короче, в подлях мне. Готов? 189. Ну-ка еще раз давайте. Короче, чем длиннее стрела, тем она тяжелее. Ну, логичнее, что скорость меньше. 223 там было, а тут пока вот 189. 188. Дабл. Короче, 188 с длинными стрелами. Я считаю, неплохой результат. Все, мы замерили скорость, поэтому давайте-ка посмотрим, сколько весит оба арбалета. 1 килограмм 700 грамм. Это который делюкс кобра. Ой, 2 килограмма. Да пиздец. 2 килограмма 800 грамм. Это который кобра делюкс. За что же здесь ее подвесить? За мушку пойдет. Короче, 2,100. Ну, неплохо, неплохо. 2 килограмма. Блин, мне кажется, все-таки чуть-чуть тяжеловато для пистолетиков таких. Ну, хотя это уже серьезный пистолет. Полноценный практически арбалет. Итак, давайте подведем итоги. Мы постреляли с данного арбалета. Мы вам уже рассказали про эти два арбалета Кобра R9 с прикладом и без приклада. Значит, что мне понравилось, лично мое такое субъективное мнение. Короче, я за Кобру с прикладом. Разница у них примерно 5000 рублей. Поэтому дело, конечно, ваше. Все, что я мог, рассказал и показал. Определяйтесь только вы. Поэтому подписываемся на наш канал, ставим лайки. Ну и ждем следующих видосов. Я, конечно, больше всего хочу сравнить вот эту Кобру с Мамбой от Джангсинга. И что еще хотел сказать, что именно сама конструкция вот этого взвода рычажного, она позволяет легче взводить арбалет
чем обычный стременной арбалет. И, соответственно, вы быстрее перезаряжаете данный арбалет. То есть чик-чик, поставили стрелу, выстрелили. Снова чик-чик, поставили стрелу, выстрелили. Стременной арбалет пока вы его опустили, натянули, подняли. Ну, короче, все гораздо дольше. Кстати, я вот еще знаю по своему опыту, что рекурсивные арбалеты, особенно стременного взвода, когда вы их натягиваете, у вас есть небольшой перекос тетивы, то у этого арбалета замок подъезжает всегда в одно и то же место, и вы заряжаете тетиву без этих перекосов. Поэтому точность у вас будет, ну, однозначно на высоте. Ждите новых видосов. Чао, ребята!